И кто бы, что бы там ни говорил, но зайдя в обычный московский переулок, вы даже не можете представить себе, что на выходе с него вы попадете прямиком в Африку. Так, самое главное здесь никакой паники. А если быть точнее, в центр, в столицу, Аддис-Абеба. Что ты сейчас сказал? Абеба. Абаба. И мы в Эфиопии. Ага, поверил. Ну и бредятина. На самом деле нам выделили такой интересный столик. Находится он в самом дальнем углу этого заведения. И называется, кстати, Аддис-Абеба. Если я не ошибаюсь, это у нас столица Эфиопии, которая насчитывает в районе 3 миллионов человек. Вы знаете, на самом деле антураж, музыка, все способствует заказу пищи. Давайте же приступим к дегустации. Поехали. Итак, друзья мои, кульминационный момент. То, ради чего мы здесь все с вами собрались. Это первое блюдо эфиопской кухни. Называется оно кетфо. Спасибо. Итак, значит, я вам рассказываю, что это за блюдо. Вот это, как нам удалось узнать, мелко нарубленная сырая говядина. Но у нас, к сожалению или к счастью, оно подается приготовленным. То есть это не сырое мясо, но традиционно приготовленное. Вот эти лепешечки, они же блинчики, они же, знаете, такие, все-таки, наверное, блинчики, да? Это называется инжир. Выполнено из, знаете, кисляком таким попахивает, если честно. Кисляком, потому что готовится из кислой муки. Кого? И, знаете, такие вот пористые, такое, как бы тесто такое получается, естся, как нам объяснили, следующим образом. Так, елочку я, пожалуй, вот так вот сделаю. Так, берем мы, значит, блинчик. Знаете, у нас в Эфиопии, кстати, всегда именно так и едят. Вот так вот его немножко отрывают. Пахнет, на самом деле, отвратительно. Вот. И они просто вот так вот сидят, знаешь, вот так вот. У них тут зебра готовится. Ну, тут это крутится, тут все. Они просто вот так вот берут, как нам сказали. Вот так вот раз, вот так вот взял. Перед этим, знаешь, как вот так вот немножечко приоткрыл. Вот так вот взял, вот так вот. Вот так вот. Мы же любим с тобой поострее. Давай, вошли и вышли. Приключения на 20 минут. 6 дней спустя. Вот так вот поддал, ну, чтоб нормально было, вот так вот, знаешь. Вот так вот накрыл сверху, вот так вот зачерпнул. То есть, знаете, они эфиопы, они такие, они, в принципе, вообще не парятся там, что падает, не падает. Мы же тоже с тобой как эфиопы. И вот так вот. Пока не понял. Остренько. Но похоже на блины с говядиной. Не чувствую кислоты. Очень приятные специи. И вы знаете, такой вот этой вот кислой муки я не чувствую. Хотя запах не очень приятный. Знаете, такой в меру остро и очень вкусно. Мне вот это блюдо очень понравилось, я с вашего позволения еще зачерпну. Ты, кстати, пока сидишь, вместе со мной точишь, мой хороший, ты там тоже напиши, ты сейчас что точишь? Доширак или традиционную эфиопскую кухню? Я просто знаю то, что многие из вас тоже как бы новые эфиопы, практически половина, да, наверное? Так что, как говорится, за тебя и за нашу родную Эфиопию. Это вкусно, но фарш немного суховат, но мне безумно это нравится. Классно, вообще. Кстати, когда вот так все падает, крошится, они там в Эфиопии любят, я спрашиваю. А мы переходим ко второму блюду. А на подходе второе блюдо из зерен чечевицы с добавлением острого перчика. И все с той же самой инжирой. Самое главное, забыл тебе сказать, мой друг, что именно это блюдо в Эфиопии считается блюдом для увеличения мужской силы. Внести мужскую силу. Чувствую сейчас. Ты чувствуешь мужскую силу? Нет? Скажи мне. Вот прямо в этот момент напиши в комментариях. Итак, мы как традиционные все-таки уже эфиопы с тобой, да? Я уже шарю за эти вот инжиры их. Давайте просто называть их блинчиками. Все так же из кислого теста. Так. Ну что, слушайте, чечевица, я ее 100 лет не ел. Ну, наверное, прям так и ест. Нам сказали прям с горшочка, прям руками.
А, она жиденькая прям такая. Мгм. Ну, как говорится, за острый перчик и за ота. М. М. Хм. Дайте-ка острый. Ой, нет, не надо остренького. Подождите. Настолько остро, что еще хочется закинуть. Пока не понял. Пошла вторая. После второй обычно эфиопская кухня заходит. Это вкусно, но не хватает немного остроты. Ну-ка немножечко остренького поддать. Я, знаете, люблю прям поострее. Такой острый. Ух, мужская сила. Ну, как говорится... Нет, еще немножко. Ну, вот сейчас точно нормально пойдет. Скорую вызови, пожалуйста. И вот так вот, знаешь, вот со дна, вот, ты понял, вот так вот, подчерпнуть, чтобы вот так вот, весь вот этот вот. Вообще с острым перцем, ребята, говорят, это блюдо, чем острее ешь, тем, ну, просто там. Здесь чувствуется инжера, лепешки, но приятно. В меру остро, в меру круто, и мне понравилось. Но много этого не съешь. То есть я считаю, что вот этот горшочек, конечно, дело вкуса, но целиком я бы его не съел, в отличие, конечно, от первого блюда, кстати, которое нужно обязательно докушать, потому что оно вкусное. Лёш, а что там с мужской силой-то, кстати? Не при девушке сказано, вы знаете, там уже прям начинает. Ну, то есть идет процесс. Могу показать, кстати? Да. Я поглядела, кую-кую, торчит. Очень вкусно, ну а мы переходим к третьему блюду. Поехали. Это праздничные блюда в Эфиопии. Мгм. Когда свадьба, они обязательно вот это Мгм. готовится. Готовится 3-4 часа. Это тушеная говядина, острая, киот, жареная картошка с капустой не острая, тушеная чечевица не острая, свежий салат не острый, тушеная говядина не острая, чечевица тушеный острый и горох тушеный не острый, жареный фасоль с морковью не острый и салат свекла. А это творог, да? Творог То есть... вы добавляете вот туда, А, курицу. то есть прям в курицу они Курицу, добавляют? да. И Интересное творог, сочетание. чтобы остроту, чтобы снимать. А, вот для чего все. Да. Я понял. И я ничего не запомнил, но давайте попробуем. Мы люди простые. Здесь собраны, ты понял? Все сливки, просто все сливки, абсолютно все эфиопской кухни. Вообще вот все. Зараза, творог или творог, или творог. Напиши в комментариях. Они напишут, тебе так и напишут. Короче, творожочек, мне кажется, не зря его поддали, как нам сказали, видишь, сбить остроту. Итак, как говорится, по кругу, пускаем твою мы. Берем вот эти вот наши вот блинчики. Так, начинаем. Здесь вот здесь вот будет какая-то подстава. Отставим на самый последок вот это вот свадебное их блюдо, потому что творог здесь не просто так положили. Вот, итак, давайте мы попробуем. Это острое, да? Она сказала. Ай, ну давай. Это мясо. Слушай, это прям кусок мяса. Ух, блядь. Хорошее мяско. Примерно как в роликах про перчики, но где-то на троечку, вот, который я перец съел. Знаешь, такой он прям хороший. А пока не накатило, надо пробовать дальше. Но мясо вкусное. Очень вкусно сделано. Это картошка. Это типа нашей картофеля, я так понял, да? А шо, попробуем. Картофель в мундире. О, перчик острый. Очень вкусно, между прочим. Дальше сразу, пока не накатила чечевица. Оп. Катализатор от остроты, знаешь, такой. Кайф. Вот это кайф. Вот это прям такая свеженькая штука. Дальше салатик. Салат, кстати, ты видишь, именно этот салат они и кушают. Давай попробуем. Не шутя я тут. Обычный салат, который мы делаем дома. Самый обычный. Так, вот это тоже будет острое. Это мясо... А, нет, вот это будет острое. Так, пробуем. Это не знаю что, есть мясо. Что-то от первого пошел накат опять. Вторая волна пошла. Надо еще поддать. Угу. Абсолютно такое же мясо, как вот это, но не острое. Хотя, нет, отдает другим чем. Вот это повкуснее будет. Вот это блюдо вкуснее. На мой вкус. Так, не останавливаемся. Острая чечевичка. Сейчас мы тебя... О. Мне еще до дома ехать.
Блин, она мне нравится. Я не понимаю, как это работает, но она мне нравится. Она очень классная. И не мега острая. Слушайте, обычный горох, я думаю, она будет сейчас обычным горохом. Я так думаю. После первого прям хорошо накатывает. Не до конца отваренный горох, но не хрустит на зубах. То есть вот такой он в переходной фазе. Слушайте, это вкусно. Вот это тоже мне понравилось. Вот эти два блюда, вот они друг напротив друга. Прикольные. Кто не любит острые, вот это вот для вас. И, кстати, картошечка хорошо тоже зашла. Так, вот это что-то типа этого, да, я так понял? Понял. Такая трава, короче. Очень интересная кухня. Происходят накаты, прям, знаешь, хорошие. Так, фасолька. Круто. Вот это тоже классно. Ну, это типа винегрета. Я думаю, что это прям вот дефолтный винегрет. Естся все руками, ребят, сорян, но это типа традиционно, поэтому немного неэстетически это все смотрится. Это не винегрет. Я не понял, что это. Это вроде что-то сладкое, но чем больше я говорю, мне все сильнее и сильнее накатывает вот эта вот штука. Переходим к самому главному блюду эфиопской кухни. Блюдо, которое подается на свадьбу. Без этого блюда не проходит в принципе ничего. Яички, курочка и очень остро. Поэтому рядом творожок. Но перед этим мы тут с ребятами немного поспорили. В чем сила, как говорится, Эфиоп. Просто мы пока батареечки в камерах меняли, я решил в чечевичку с говядинкой. Ну грех же, да, не смешать? За тебя. Лайк не забудь поставить. Рекомендую. Ну и сразу к свадебному блюду. Чечевичка догнала мясо и, возможно, даже перегнала на повороте. Я почувствовал весь пищевод. Хорошо, вот этим надо шлифануть. Оно как раз поострее. Ой, хорошо. Надо скорее есть. Яичко. Яйцо. Это обычное яйцо, ребят. Не, нихуя. Просто оно изварено в каком-то соусе. Это какая-то подстава 100%. Чего вы все смотрите-то? Как-то странно улыбаются что-то. Ну, как говорится, за себя и за Сашку. Обычное яйцо, приправки не чувствую. Дайте вот сверху вот этот смак. Ну-ка. Сразу догоняем курочку. Опа. Добрый вечер. Опа. Так. До чечевички долетела, видать. Назад, прикинь, попросилась. Так. Дайте творожок. Я понял, почему они сюда творог кладут. О, творожок что-то не особо помогает. О, хорошо. Хорошо. Молока нет? Оно, прикинь, оно все хлеще и хлеще. Оно как колокол, представляешь? Причем, если сначала звонили в маленькие колокольчики, то сейчас звонят в большие. Ой. Так, негоже гостю оставлять. Не эфиоп, что ли? О, я понял, в чем цимус. В центре курицы весь цимус, блядь. Я глаз один не вижу. Тихо, тихо, тихо. Вот он, вот он. На свадьбу не пойду к ним. Вообще не остро, жарко просто что-то стало. Пошла пожилая волна. Ну что ж, я умру сейчас. Ну что ж, ребят, мы с вами попробовали все самые интересные блюда эфиопской кухни. И, в принципе, это было очень весело. Потому что, пока я это говорю, меня накатывает уже 4-я волна. И курочка просится назад, обгоняя чечевицу. В обратном порядке по пищеводу. Итак, ребят, прямо сейчас мы попробуем кофе. Традиционное эфиопское кофе, кстати, входит в топ-5 лучших кофе мира. Потому что именно в Эфиопии идеальные условия для того, чтобы вот эти зернышки кофейные, чтобы с утра вот этот мальчик вышел. И вот так вот, знаете, вот так вот. Так вот. И вот в кофемолочку вот так. Оп. Раз и кофе. Ждем кофе. Поехали. Вы готовы, дети? А кто проживает на днище? Кофе, пожалуйста. Лев в шкуре подается, представляешь? А что, бывший это сделал? Так, итак, кофе. Ребята, именно сегодня мальчик, эфиопский бедный мальчик, собирал это кофе на плантации, чтобы именно сегодня оно попало на богатый стол буржуев, живущих в Москве. Бам! Доколе этот мальчик, бедный, который встает в 4 утра для того, чтобы кто-то попил просто кофе, сколько это можно терпеть, и когда наступит грань между смиренным человеком
и человеком революции. Узнает только время. Давай просто кофе с тобой нальем. Кстати, недавно узнал одну тему. Мне типы, которые путешествуют, наши подписчики, здорово, пацаны, говорят: Лех, кофе будешь пробовать? Не удивляйся, что кружечки маленькие. Мне рассказали историю, как они по незнанке куда-то то ли на Кубу, то ли я не помню, куда приехали, где тоже кофе свое. И там люди вот такую вот кружечку сидят, пьют по полдня, понимаешь? И вот так потихонечку сидят, пьют. А эти зашли, говорят, что-то маленькое. Давление 200 с лишним. Уехали, ребята. Так что вечер истории. Слушайте, пахнет оно потрясающе, ребят. Я не знаю, как это передать, но пахнет просто потрясающе. Но хочу сказать, вот зерна, которые мы покупаем в кофемашину, в принципе, те же самые практически. Нет, что-то есть эфиопское такое. Ой, я не особо разбираюсь в кофе, но кофе как кофе. Вкусный, такой терпкий, кстати, нет. Нет, терпкий есть такой, он такой как будто немножко густой. Мальчик, видать, постарался. Мальчик, ребят, только что буквально пробегал, вон он бежит еще на повороте. Рассказал, знаете что? Что именно этот сорт кофе, а если точно, он у нас называется Харара, занимает первое место в Африке и 5-е место в мире по качеству. Половина, кстати, из добываемого кофе идет на экспорт, а половина оседает в Африке. Вкусненько. Мне понравилось. Итак, ребята, сегодня мы побывали в Эфиопии. И кухня мне, если честно, понравилась. Она необычная, немного с кислинкой, немного с остротой. Точнее, не немного, но с остротой. Она вкусная. Первое блюдо рекомендую всем попробовать. И в какую следующую страну мы поедем? И какую кухню мира мы попробуем? Пишите, ребята, в комментариях. Ну а 3 лучших комментария, как всегда, попадут, скорее всего, в видеоролик. Ну, последуем вашему совету. Пишите место, заведение, город, и мы придем. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всем добра, удачи, и все, кто смотрит этот ролик с утра, ну или вечером, да неважно когда, хорошего настроения. Я вот так мизинчик оттопырил. Братва, съемки эфиопской кухни закончены. Я написал свой адрес, где я сейчас нахожу. Первый, кто приходит, получит не только кружку кофе, но еще и 5000 рублей. А Инстаграм об этом не знает, а Инсайд знает. Жду тебя. A few minutes later. Ну что ж, ждем победителя, точнее уже дождались. 25 минут понадобилось этому прекрасному молодому человеку. Леха. Слава. Славон, сколько ты меня смотришь, вот скажи мне. 2 года. 2 года. Это твое. Кофе нам сейчас принесут. Так, что, может, передай привет. Тебя много увидит кто. Передаю привет своему лучшему другу, который в Омске. Я ему обязательно скину этот видеоролик, чтобы он заценил меня. Здорово. А еще кому? И родным, если они увидят, конечно, тоже скину. Здрасте все. В общем, спасибо, что пришел, красавчик. Пятак твой. Так что ждите нас, ребят, в следующих городах. И обязательно подписывайтесь на инстаграм hard.inst. Следите за сторис. Удачи. Значит так, братва, все, мы на месте. Все четенько. Все хорошо. Где тут? Еще один. Сидит красивый, да. Все, пьем кофе. Вам желаю приятного там чаепития. Ролик сосняли, все засняли. В общем, в инстакарточке hard.inf все рассказал, все объяснил. Так что ролик тоже скоро будет на канале. Все, давайте.